Всем привет! Сегодня будет обзор на такой довольно-таки интересный фонарик. Это китайский бренд FallowMov. Фонарь называется моделька C2 EDC Flashlight. Фонарь очень маленький, скажу сразу, прям ультракомпактный для такой яркости. Даже когда мне пришла вот эта коробка, она была в большую упакованная. Когда достал, подумал, где же здесь фонарь может уместиться. Но тем не менее, в коробке лежал вот такой вот маленький фонарь FallowMov EDC. В самой коробочке давайте посмотрим комплектацию сразу, чтобы больше в нее не лазить. Этот фонарь, скажу сразу, может понравиться тем, кто любит носить маленькие фонари, чтобы они не напрягали. В комплекте идет зарядка, micro-USB, такой коротенький кабель, также запасные два колечка резиновых уплотнительных. Так, здесь ничего нет. И инструкция на английском и на китайском. Ну, в общем-то, здесь все предельно просто. И на коробке все это тоже, в общем-то, указано. Производитель позиционирует это как EDC фонарик в турбо 525 люмен, что, я скажу, неплохо для такого маленького фонаря. Вес, получается, производитель заявляет 12,4, но я намерил, без аккумулятора он весит 12,5, а с аккумулятором 24,2 грамма. По поводу аккумулятора, здесь установлен такой фирменный их аккумулятор на 520 мАч, типа размер 14300. Что было наглядно, вот в сравнении с более распространенными маленькими аккумуляторами, это форм-фактор 16340. Ну, как раз, который, например, в этом лайте используется. То есть видно, что он существенно меньше, как по длине, так и по диаметру. Вот как он выглядит с 18650. Вот это что касается аккумулятора. Зарядочка micro-USB. Здесь давайте сразу посмотрим. Одно уплотнительное кольцо. Резьба не была смазана, я смажу чуть попозже. В крышке стоит пружинка, магнитика никакого нет. Ну, с другой стороны, может быть, для EDC фонаря это и лучше, чтобы ничего не налипало. С другой стороны, его нельзя никуда приклеить на торец. Лучше бы они положили отдельно магнитик, чтобы можно было его поставить. Внутри контактная площадка. Вставляем аккумулятор. На самом фонаре присутствует вот такая клипса. Говорю сразу, она крашеная, видно, не анодированная, это покрашенная клипса. Не знаю, сколько продержится. Тир оптика. Здесь установлен светодиод XTE по температуре, ну, где-то около, наверное, 5500-6 тысяч. То есть он такой прохладный, то есть такой холодный белый цвет. Не синий, но холодноватый. Ну, к примеру, чем мне этот фонарь, в общем-то, напомнил. Вот. Один из моих любимых фонарей, Olight. То есть по дизайну, мне кажется, они очень похожи. И по креплению клипсы. Здесь, правда, клипса двухсторонняя анодированная. Ну, этот фонарь бюджетный, то есть он стоит где-то 25-28 долларов. К сожалению, в России он не продается, его придется искать на каких-то маркетплейсах азиатских, там AliExpress, Banggood. Поэтому, ну, я сейчас смотрел, он стоит примерно по сегодняшнему курсу где-то там 1400-1500 рублей. Как бы за такую яркость и такой форм-фактор, включая аккумулятор, мне кажется, нормальная цена. Давайте я вам покажу просто, к примеру, как он выглядит там по сравнению, например, с зажигалкой, по сравнению с аккумулятором 18650, с фонарем Light. С таким фонарем Light это на пальчиковой батарейке 2А. Чтобы просто вы понимали примерно размер. То есть по толщине он даже чуть-чуть тоньше, чем аккумулятор 18650. Вот он как выглядит рядом с зажигалкой. Ну, чтобы понимать примерно размер. По размеру фонаря это 45
мм в высоту и 17 мм диаметр самого фонаря, если не учитывать клипсу. Клипса в меру жесткая, ее можно прицепить, например, на кепку. Фонарь очень легкий, поэтому на кепке вы его, в общем-то, не заметите. Держится она очень хорошо, при желании ее можно снять. Как я уже говорил, магнита в торце нет. По режимам сразу на коробке все понятно, то есть здесь есть Moonlight 1 люмен, 10 люмен младший режим, средний режим 50 люмен, режим High высокий 150 люмен, это самый ходовой, в общем-то, режим, и турбо 525 люмен. По поводу управления быстренько пробежимся, то есть одним нажатием мы включаем и короткими нажатиями переключаем режимы, то есть Low, Medium, High и Turbo. То есть 4 режима нам доступны в обычном меню. Также у нее есть светлячок. Чтобы включить светлячок, нужно выключить фонарь. Выключается он зажатием и удержанием кнопки. И чтобы включить светляк, нужно зажать и удержать. То есть вот светлячок. И теперь, если мы будем нажимать, это Low, Medium, High и Turbo. Видите, он, когда заходит в турбо, он плавно и включает его, и выключает. Мне вот это нравится. Единственное, прошу обратить внимание, что при переключении режимов у него есть такая небольшая задержка. То есть я кликаю на кнопку, и где-то через полсекунды меняется режим светодиода. Вот такая вот особенность управления. Как я заметил, когда разряжал этот фонарь, когда тестировал аккумулятор, здесь нету стабилизации, потому что в нем остаются доступными все режимы. Как знаете, на брендовых фонарях обычно отрубаются старшие режимы, по мере разряда аккумулятора вы в них не можете войти, остаются только младшие. Здесь доступны все режимы всегда, но при этом все режимы становятся прям очень тусклыми, то есть там турбо, когда аккумулятор разряжен, где-то люмен 10, наверное, светит. Поэтому стабилизации здесь нет. Также у этого фонаря присутствуют режимы SOS, стробоскопа и маячка. То есть для того, чтобы в них войти, нужно быстро нажать 2 раза. Вот строп. 2 раза нажимаем. Включается SOS. 2 раза нажимаем. Включается вот такой прикольный маячок. Он тоже, видите, плавный. То есть у фонаря 3 сигнальных режима. Чтобы войти обратно, нужно просто нажать на клавишу. Также у фонаря есть память режимов. То есть он включается в том, в котором вы его выключили. Но если открутить крышку и потом закрутить, он включится в минимальном режиме. То есть памяти режимов без аккумулятора в нем нет. А также в фонаре присутствует блокировка. Для того, чтобы ее включить, нужно 3 раза кликнуть, и фонарь войдет в режим блокировки. То есть вот он 3 раза моргает и не включается. Это режим блокировки. Чтобы из него выйти, нужно опять же 3 раза быстро нажать на клавишу блокировки. Он 1 раз моргнул, все, фонарь у нас разблокировался. Вот, управление, в общем-то, простое, к нему привыкнуть недолго. Как я уже сказал, он больше похож, наверное, ближе к Фениксу. Защиты в самом фонаре, я предполагаю, тоже нет, потому что, когда я его разряжал, батарейка разрядилась, кстати, до 2,5 вольт. После этого фонарь перестал включаться. До этого он включал все режимы, но очень тускло. То есть я разрядил до 2,5 вольт, после этого батарейка ушла в защиту, она даже не прозванивала с тестером. Зарядка полная аккумулятора у этого фонаря заняла 2 часа 7 минут. Ток зарядки был где-то 0,25 ампера и залилось с него 506 микроампер часов. Поэтому емкость, в общем-то, соответствует заявленной. Ну а теперь давайте посмотрим мощные тесты, а потом подведем итоги. Погнали!
Вот, ну что по итогам могу сказать. В общем-то, фонарь, учитывая его стоимость, фонарь неплохой. Понятно, что здесь нет каких-то наворотов, как в брендовых моделях, но при этом он стоит, ну, в несколько раз дешевле. Для повседневного использования его яркости, в общем-то, более чем достаточно. По поводу оттенка, тут уже на вкус и цвет, он здесь прохладный, кому-то нравится прохладный. Я все-таки фанат более теплого, либо просто белого оттенка, либо с высоким сирай. Поэтому, как мне кажется, за такие деньги для DC прикольный фонарик. Можно было, конечно, бы сделать здесь отверстие под какое-то колечко заводное, чтобы можно было на ключи повесить. Но светит метров там на 20 без проблем. В турбо он бьет, вы будете видеть все перед собой. То есть 20-30 метров в турборежиме для него нормальная дальность. А если в младших режимах, ну там что-то подсветить, там, не знаю, карту, книжку, замочную скважину, в подъезде, если света нет, ну, вам хватит и младших режимов, где в турбо даже можно не лезть. В турбо фонарик нагревается так существенно, то есть при этом он не выключается, он не сбрасывает его, он просто греется. И постепенно яркость снижается, потому что, как я уже сказал, стабилизации здесь, как мне показалось, нет. На этом я хочу закончить этот обзор. Надеюсь, кому-то было интересно, кому-то, может быть, приглянулся такой фонарик, потому что на повседнев вот такой вот мелкий... Он действительно маленький, потому что вот этот фонарь я таскал довольно-таки часто, потому что он маленький и реально не напрягал в кармане. Либо вот сейчас я с этим часто хожу. Но вот с этим, то есть я его в кармане вот сейчас в летних джинсах вообще не чувствую. То есть я положил и даже забыл, что он у меня там лежит. Потому что 25 грамм. Но это довольно-таки маленький вес для фонарика. При этом с такой, ну, в общем-то, взрослой яркостью для EDC фонаря, я считаю. Поэтому спасибо за то, что смотрите. Кстати, у моего канала появился телеграм-канал, ссылочка будет в описании обязательно, поэтому подписывайтесь на телегу на мою, потому что там и какие-то новости, там про мультитулы, про снаряжение, обсуждения будут, либо просто какие-то интересные заметки, которые в ютубе я оставить не могу. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.